Он без 200 грамм, блядь, самогона не ложится спать, понимаете, блядь, не может. Он там, они часами могут обсуждать на форумах, как чистить, блядь, этот самогон. Они ёбнутые, ребята. Вот это для меня русский мир. Вот этих ёбнутых. Вы сказали, вот сейчас я скажу, вы скажете, что такого не говорили. Сказали, что вот эти детали делает единственная Россия в мире делает эти детали. Да, единственная, единственная. То есть во всем мире ничего не делают американцы. Нет. На него в России, чтобы сделала эту детальку для Боинга. Да. Дело в том, что Боинг в свое время, он... раз здесь самая крупная добыча... не смешно звучит? Можете ухохотаться даже. Не смешно. То есть американцы сами сюда залезли, они сами здесь обустраивали вот этот завод, они сами обустраивали в течение 15 лет. Они валили сюда... Вы можете как-то определить погоду? Ты доебался с собой. Ну ладно, не в этом дело. Ну ты там выключишь. Ну как, да. Вот если вот у вас кружится голова, то что? Или что еще? Что-то они там обтачивают. Она у меня когда не кружилась. Ну не знаю, ухо чешется, нос чешется. Вот жопа у меня чешется, знаешь, по погоде. Они в свое время вложили, и сейчас они как бы попали там в капкан, если они оттуда вылезти не могут. Там и так на дримлайнер, они там... Хватит! Все, подождите. У нас съемка, пожалуйста, не мешайте, я вас очень прошу. Ну, Гес туда и верил. Мне сегодня первый день после отпуска, пожалуйста, не давите на мозг. Ясен бомба, но ты француз. К примеру, это называется Урал Боинг Инженеринг, по-моему, что ли. Совместно с этим. Вот так вот. Кстати, вот на мой вопрос вы так и не ответили по поводу вот этих всех обсуждений, да, и того, что люди на площади в итоге не знают, что делать. А вот вы бы, что бы вот им посоветовали в этот момент делать? Я считаю, что нужно самим брать власть. То есть, вот, допустим, на примере Майдана нужно было... А что такое брать власть? Что Пашинян делал? Ребят, во-первых, что делал Пашинян? Посмотрите, что делал Пашинян. Допустим, телевидение. Хотим мы, не хотим, телевизор для большинства населения играет огромную роль. Естественно, нужно идти брать телевидение. То есть делать вот такие программы, как Скрип, допустим. То есть начать вещать. Не дай бог. Просто. У нас, кстати, есть очень хороший начальник телестанции. Да, кстати. Выгнать нафиг этих самых Шустеров и прочих товарищей, которые 5 раз в свою жизнь меняли свою точку зрения относительно власти. Нафига не нужны? Ребята, только новые люди. Значит, смотрите, дальше, вот что бы я сделал? Значит, допустим, я бы закрыл Раду. Объявил начало новых выборов на основании голосования. В Украине Раду закрыли? Допустим. У меня нет других примеров, ребят. У нас не было революции. Поэтому, если можно, украинцы меня простят. Я на примере Украины сказал бы, что... У вас Дума. Пусть вас россияне прощают. Блять, вы хотите знать, что бы я там делал? Дальше, смотрите, вы можете спорить со мной. Я, может, сам не прав, я не знаю. Вот. Что бы я сделал? Я бы, во-первых, на Майдане сразу обозначил дату новых выборов. Прямо там, вот общим голосованием. Дальше, смотрите, иллюстрировал бы Раду, сделал временные комитеты, что, в общем-то, сейчас Пашинян не делает. Временные комитеты... Вот если бы это все приняли, они будут, вот эти комитеты, послушайте, не перебивайте, пожалуйста, вот эти комитеты, они будут временной властью. Те, кто участвует в этих комитетах, чтобы была настоящая демократия, они не имеют права баллотироваться в следующие выборы. То есть это временные люди, которые обременены властью некой, данной народом. А почему? Они не имеют права в следующих выборах участвовать. А почему они не могут они не были заинтересованы, чтобы не подготовили независимые выборы, во-первых. Так а что в этом плохого-то? Эти же комитеты следят за проведением люстрации. То есть по всей стране должны быть уволены. Это было в Польше, это было в Чехии. Уволены прокуроры, судьи, МВД полностью сменено. Короче, ты хочешь строить власть сверху. В общем, очередной фашистский вариант. Мы тебя поняли. Диктатор, сука. Какая сверху? Если сверху. Ты хочешь какую-то Раду. Подожди, если местный комитет, составный житель в городе Гюмри, блядь, проводит иллюстрацию в городе Гюмри, ты где там верх-то увидел? Валя, вопрос такой. Вот этого тракториста, который в этом совете сидит, вот это верх, что ли? Федя, как он там оказался-то? Как этот тракторист оказался-то в Раде, в новой?
Как оказался? Я же тебе объясняю, как. Не понял ни хрена. Ну, где он происходит, сход? Вот он, вчера ты видел сход? Вот вчера так был это сход. Это в центре. У тебя все, понимаешь, у тебя центростремительное мышление, блядь, как у всех фашистов. Открой глаза-то. Там были в Гюмри тоже такой же митинг был. Ты открой глаза. И такие митинги должны быть в каждом городе. Что? А почему ты хочешь регионам дать какую-то волю с центра? Опять, в очередной раз. А результат митингов какой? Ты меня троллишь, что ли, Федя? Нет, я тебя не троллю. Я тебе конкретный вопрос задаю, на который ты не можешь ответить. Ты не сможешь ответить, кстати говоря. Результат. Ну, давай перехватывай инициативу. Допустим, я затормозился. Дальше я не могу мыслить. Давай ты мысли. Нет, ты просто хочешь сделать переворот, совершить переворот и навязать снова властные решения. Нет, он уже совершен. Подожди. На периферию. Федя, я говорю о том, когда уже переворот совершен. Все, народ взял власть, он победил. Люди. В чем заключается переворот, разница переворота от революции? У Валеры нет разницы. Уже, сколько я узнаю, больше года. Он так этой разницы не увидел. Это вам все равно. То есть люди обычно пришли, вернули, да? Не, просто сменили одних дегенератов на других. Революция это смена дегенерации на смену на других людей. Там, например, умных людей. То есть дегенератов меняем на умных. Я не договорил самое главное, ребят. Я не договорил самое главное. Всех, кто, значит, это должно быть решение вот этих вот сходов народных, вот этих митингов. Значит, все, кто были депутатами, допустим, в течение последних 15 лет, те, кто занимали важные должности, не имеют права участвовать в этих новых независимых выборах. А на каком основании? На основании решения общего. Ну хорошо, а вот теперь смотри, существует, допустим, в той же Армении далекий, не знаю, как у них называется, деревня, кишлак, как правильно, вот. И там народу-то, собственно, немного живет, но для этого района нужен представитель. Единственный, кто из местных, это бывший депутат в Ереване, допустим. Ну, некого больше, никто не разбирается, все писать просто не умеет, понимаешь, банально. А он люстрирован, а кто будет представителем в этой деревне? В этом районе, далеком, горном. Выберут другого. А некого, никто даже читать, писать не умеет. Только один этот чувак. Ну, например, я образно выражаю. Народ за дураков. Ой, бля, я образно тебе говорю. Что ты доебываешься? Незаменимых людей у нас нет. Выберем другого, ничего страшного. Ну, не знаю, вот, Валера, вот ты настолько безграмотный, да, что я тебе не доверю меня представлять. Вот никогда. Вот, понимаешь, вот смотри. Лучше Владимир Владимирович, чем ты, поверь мне. Есть такой человек, которого ты интеллектуальный намного выше. У тебя словарный запас 3 раза больше. Был такой человек, который звали Лех Валенса, простой грузчик с Польши. Понимаешь? Который сделал из Польши демократическую страну, который провел иллюстрацию. Но он же не один сделал. Он не один сделал. У него команда была. У человека была очень большая харизма. Он не один сделал. Ну, харизма. Слушай, давай оставим харизму в прошлом веке. Да. Вот я не хочу на личности переходить, но я считаю, что в этом маленьком селе они найдут другого, более достойного человека, который... А почему нельзя взять того же, у которого есть опыт работы, на который не совершил преступлений никаких? Почему вы спорите вообще? Потому что иллюстрация должна быть, Федя. Нельзя старых брать. Так а если нет больше никого? Ну хорошо, давай. Что значит нет никого, Федя? Что значит нет никого? Ну о чем ты говоришь? Ребят, а ведь я слышала, что изначально тот человек, который исполнил вот эту иллюстрацию, изначально его идею не приняли, а только потом она уже, насколько я помню, стала популярной, и стали понимать, что это действительно было правильно, не так ли? Там его Польша ненавидела вся. Какими именами вы встречались в жизни, и кто были эти люди? А он там... То есть он один сделал, он такой подошел и сделал все один. Нет, не харизма, он сделал все один. Что значит один? У них был профсоюз очень мощный, зал со солидарность. Он, в принципе, был просто тихо, он был, ну, можно сказать так, технический президент. Почему? Потому что они там, чем сильна была солидарность, ребята, там не было как такого ярко выраженного лидера. Почему их польские власти тогда Ярузельского не сажали? Потому что их очень много было. Вот я, как вам говорил, концепцию, вот этих много пашаянов, понимаете? Вот солидарность... Зачем президента Польши сбили, кстати? Вот самолет зачем сбили? А? Это задай вопрос, это Путину задай вопрос. Это, Валера, режим до 91 года, именуемый коммунистическим,
Твоей точки зрения. Слушай, Валера, а ты знаешь, какое территориальное